Привет, поклонники BTS. Почему два самых ярких имени в мировой музыкальной индустрии сегодня решили не объединять усилия в сотрудничестве, которого так долго ждали миллионы поклонников? Что именно происходит за кулисами их сольных проектов? И является ли это признаком напряженности, которая не была раскрыта все это время? Мир К-поп только что потрясло решение, которое не только удивило, но и вызвало спекуляции среди поклонников и наблюдателей отрасли. Чингук и Ким Тэхин, Ви, два участника BTS, которые известны своей сильной химией на сцене и за ее пределами, официально не выпустят совместную работу на своих сольных альбомах. Главный вопрос также остается: почему этот долгожданный дуэт был отменен? Было ли это решение чисто профессиональным или были другие факторы, которые все это время скрывались? В условиях все более конкурентной музыкальной среды, где артисты соревнуются за то, чтобы показать свою индивидуальность, решение не выступать дуэтом можно считать стратегией, или, скорее, указанием на что-то более сложное. Эта информация впервые появилась из внутреннего источника в индустрии развлечений Южной Кореи, а затем была косвенно подтверждена в отдельных интервью, которые Чингук и Тэхён дали для продвижения своих сольных альбомов. Отсутствие друг друга в их музыкальных проектах немедленно вызвало бурную реакцию глобальной фан-базы BTS, ARMY, которые мечтали о моменте, когда золотой голос Чингука соединится с теплым вокалом Тэхёна в совместной песне. Тот факт, что оба главных вокалиста BTS выбрали собственные творческие пути в своих сольных дебютах, породил множество спекуляций. Несколько местных и международных СМИ назвали в качестве основной причины очень плотные графики. Однако несколько аналитиков отрасли не совсем убеждены в этом объяснении. В последние месяцы публичное взаимодействие между ними действительно значительно сократилось. Если раньше они часто появлялись вместе в прямых трансляциях, в социальных сетях или даже спонтанно взаимодействовали за кулисами, то теперь они часто находятся порознь, как в рекламных акциях, так и в личных делах. Внутренний источник из HYBE, агентства, в котором базируется BTS, сообщил, что с начала 2024 года каждому участнику была предоставлена полная творческая свобода для определения своего музыкального направления. И Чингук, и Тэхён решили углубиться в очень личные темы и нюансы в своей работе. Чингук со своим альбомом Golden исследовал динамику славы, одиночества и пути к самоидентификации. Между тем, Тэхён с Ли Йовер представил более экспериментальное и рефлексивное художественное выражение. В этом контексте желание сохранить художественную целостность друг друга считалось более важным, чем предоставление неожиданного сотрудничества. Однако эти причины не сразу удовлетворили поклонников. Несколько крупных фан-аккаунтов в социальных сетях задавались вопросом, был ли между ними негласный конфликт. Хотя эти двое никогда не показывали напряженности на публике, в жестко контролируемом мире развлечений, таком как Южная Корея, внутренняя напряженность часто скрывается за ширмой строгого профессионализма. Интересно, что это решение было принято после того, как ранее появились намеки, которые на самом деле давали надежду на возможное сотрудничество. В середине 2023 года закулисное видео показало, как Чингук и Тэхён серьезно обсуждают музыку в студии. Поклонники предположили, что они готовят секретный проект. В интервью японским СМИ Тэхён сказал, что хотел бы поработать с участником BTS над сольным проектом, хотя и не назвал имени. Ситуация становится еще сложнее, если рассмотреть стратегии продвижения двух альбомов. Чингук выбрал глобальный подход, продвигаясь в США и Европе, в то время как Тэхён сосредоточился на азиатском рынке и больше проявил свою артистическую сторону в музыкальных клипах и коллаборациях в сфере моды. Это еще больше усиливает впечатление, что эти двое идут совершенно разными путями, не только в музыке, но и в личном брендинге. Когда два человека с таким невероятным талантом решают подчеркнуть свою собственную уникальную идентичность, возникает вопрос, возможно ли сотрудничество в будущем? Представитель HYBE в официальном заявлении для СМИ объяснил, что отсутствие сотрудничества не было результатом разногласий, а скорее стратегическим решением, основанным на творческом видении каждого артиста. Больше чем у Чингука и Тэхёна есть полная свобода развивать свои сольные проекты, и мы поддерживаем их решение сосредоточиться на личных историях, которыми они хотят поделиться с миром. HYBE заявили в своем заявлении. Однако многие посчитали это заявление слишком дипломатичным и избежали более существенных подробностей.
Южнокорейский эксперт по музыкальной коммуникации, профессор Хан Юн Сок из Корейского университета, сказал, что в современном мире музыки K-pop выбор не сотрудничать, несмотря на то, что они находятся в одной группе, может быть сигналом смены парадигмы. Больше чем мы не можем игнорировать возможность того, что участники BTS выстраивают свои позиции вне тени группы. По мере роста индивидуальной популярности необходимость отстаивать сольную идентичность становится все более важной, объяснил он в интервью Seoul Broadcasting News. Он добавил, что отсутствие сотрудничества может быть попыткой каждого участника не затмевать друг друга в решающие моменты своей карьеры. Однако, с другой стороны, многие также сожалеют об этом решении. Среди миллионов ARMY многие считают, что сила BTS заключается не только в личностях, но и в эмоциональной синергии, которую они создают вместе. Чингук и Тэхён, которые были близки со времен стажерства, считаются идеальной парой для представления трогательной и значимой работы. Провал этого сотрудничества считается большой потерей в их музыкальной истории, особенно когда они оба находятся на пике своей творческой зрелости. Немногие также видят в этом решении форму давления со стороны индустрии. В мире, полном целей, ожиданий и конкуренции, иногда артистам приходится делать выбор, который кажется публике спорным. Особенно, когда речь идет о двух больших иконах, таких как Чингук и Тэхён, каждое их решение всегда будет в центре внимания. В настоящее время индустрия склонна поощрять артистов стремиться к индивидуальным достижениям как способу доказать свои коммерческие и художественные возможности, особенно в эпоху после распада группы. Наличие сольных альбомов также вносит серьезные изменения во внутреннюю динамику группы. Хотя 7 участников BTS неоднократно подтверждали, что группа не распадается и находится на перерыве из-за службы в армии и индивидуальных проектов, публика по-прежнему уделяет большое внимание их взаимодействию. Чингук и Тэхён, как два участника, которые раньше часто появлялись рядом, теперь держатся на расстоянии в профессиональном плане. Это изменение видно не только в их работе, но и в их все более редких публичных взаимодействиях. В радиоинтервью, когда Чингука спросили о возможности будущего сотрудничества с другими участниками BTS, он ответил кратко: «Больше чем, может быть, если придет время». Хотя этот ответ звучит дипломатично, для фанатов он вызывает больше вопросов. Что означает «подходящее время»? И почему это не может быть подходящим временем сейчас, когда ожидания общественности так высоки, а возможности для сотрудничества так открыты? Один фанат написал на форуме сообщества: «Больше чем, нам не нужна техническая причина. Мы просто хотим знать, они все такие же, как и раньше». Реакция сообщества ARMY разделилась. Некоторые решили уважать решение артистов расти индивидуально, в то время как другие были разочарованы и требовали большей ясности. Также были дебаты о том, повлияет ли это решение на будущее BTS как группы. Хотя 7 участников группы поддерживали друг друга разными способами, расстояние между ними в работе и публичных взаимодействиях вызвало опасения по поводу будущего направления BTS. В масштабах всей отрасли неудавшееся сотрудничество является важным примером того, как две мегазвезды в одном лице выбрали разные пути, чтобы сохранить свою творческую независимость, при этом управляя ожиданиями очень интенсивной глобальной фан-базы. Речь идет не только о решении не петь в песни, но и о смене парадигмы в управлении артистами перед лицом новой эры мировой музыки, которая все больше фокусируется на индивидуальном брендинге. Теперь самый ожидаемый вопрос. Воссоединятся ли Чингук и Тэхин для мюзикла? Или это решение – начало фазы, когда BTS известны больше как 7 сольных исполнителей, чем как одна культовая группа? Ответы на эти вопросы могут появиться не скоро. Но одно можно сказать наверняка – это решение оставило глубокий эмоциональный след в сердцах миллионов поклонников, которые все еще лелеют надежду на то, что однажды голоса Тэхёна и Чингука воссоединятся. Не в чисто профессиональном смысле, а в эмоциональной связи, которая стала главной силой BTS.